Всем привет! Сегодня у нас на обзоре продвинутый контроллер для контроля доступа и учета рабочего времени от ZKTech модели C2-260. В чем отличие C2-260 от нашей обычной линейки контроллеров C3? Самая главная особенность заключается в том, что C2-260 поддерживает работу через глобальную сеть WAN, что позволяет нам построить систему, где контроллеры могут находиться в разных точках планеты и объединяться в одном программном обеспечении ZK BioAccess или ZK BioSecurity для централизованного управления. Вторая особенность в том, что в контроллере C2 можно увеличить количество управляемых дверей до 10 штук с помощью дополнительных модулей DM10. По умолчанию же контроллер может управлять двумя дверями. Третья особенность в том, что контроллер имеет RS485 интерфейс для подключения считывателей карт. Поэтому вы можете подключить любые считыватели ZKTech с выходным интерфейсом RS485, или же, если вы используете обычный считыватель Vigant, то подключать нужно через вот такой вот переходничок WR485. Он позволяет конвертировать интерфейс Vigant в интерфейс RS485. Ну, собственно, перейдем к подключению нашей системы. Комплект будет состоять из контроллера C2. Далее у нас считыватель модели KR502 со встроенной клавиатурой для прохождения проверки пользователя по карте или же по паролю. Покидать помещение будет человек с помощью кнопки выхода. Мы будем использовать бесконтактные кнопки выхода, что особенно актуально на сегодняшний день. Подключим два замочка для демонстрации открытия-закрытия двери. Ну и также будем использовать наш переходничок WR485 для конвертации интерфейса Vigant в интерфейс RS485. Подключаем питание к нашему контроллеру. C2 работает от напряжения 12 вольт и потребляет мощность 18 Вт. У нас есть специальные контакты под названием Power для подключения блока питания. Подключили питание, теперь мы можем подключить интернет к нашему контроллеру и подать напряжение. Далее мы подключаем наш считыватель. Перед началом подключения нам необходимо обесточить контроллер. Далее у нас на обратной стороне считывателя есть маркировка, где мы можем увидеть, за что отвечает каждый провод. Красный — это у нас плюс 12 вольт, черный — минус. Далее у нас идут провода для интерфейса Vigant. Белый — это D1, зеленый — это D0. Далее у нас идет серый провод, который отвечает за включение зеленого светодиода при успешной проверке. И последний провод — это у нас фиолетовый, который отвечает за активацию звукового сигнала при успешной или неуспешной проверке. Как я говорил, мы подключаем наш считыватель через переходничок WR485. Здесь у нас есть контакты с такими же названиями. Подключаем соответствующий контакт на считывателе к соответствующему контакту на переходнике. Второй считыватель мы точно так же подключаем к нашему переходнику WR485. Дальше нам необходимо наши переходнички соединить последовательно, так как мы работаем через интерфейс RS485. И первый переходничок подключить на контроллер на контакты под названием Reader. Наш переходник имеет клеммы плюс 12 вольт, минус 485B, 485A. На нашем контроллере есть точно такие же клеммы с одноименным названием. Подключаем в соответствии. Итак, мы подключили наши считыватели через
переходничок последовательно к контроллеру. Далее нам необходимо на переходнике WR485 выставить адресацию, для того, чтобы контроллер понимал, какой считыватель отвечает за вход, какой считыватель отвечает за выход. Адресацию мы выставляем с помощью DIP-переключателя, который находится сбоку. Итак, первый адрес будет отвечать за вход к первой двери, второй адрес за выход к первой двери, третий за вход ко второй двери и четвертый, соответственно, за выход к второй двери. Итак, мы задали адресацию. Пользователи у нас будут входить через считыватель карт, а выходить с помощью кнопки выхода. Ну и, соответственно, на второй двери точно так же. Кнопки выхода у нас бесконтактные, к ним нужно подключать отдельный источник питания на 12 вольт. Ну или же параллельно подключать к имеющемуся. Итак, мы подключили питание к нашим кнопкам, затем нам нужно взять контакты NO и COM с кнопки выхода и подключить их на клемму на контроллере LOC1 на контакты Ground Button. Подключаем. К первой двери мы подключили кнопку выхода, ко второй двери подключаем точно так же, но на контакты LOC2. Ну и завершающий штрих, мы подключаем наш электромагнитный замочек. Обязательно подключайте замок вместе с защитным диодом. Диод подключается на контакты замка. Это используется для защиты контроллера от обратного напряжения. Итак, мы подключаем наш замочек к контроллеру на клеммы LOC1. Мы будем коммутировать минус замка, поэтому плюс мы подключаем напрямую к источнику питания, а минус замка подключаем к контактам NC и COM. Второй замочек мы подключаем тем же образом, но на клемму LOC2 контроллера. Итак, мы собрали нашу систему, теперь можем подать напряжение на все элементы системы. Так, мы запустили нашу систему. Далее нам нужно добавить карты доступа нашим пользователям. Это сделать мы можем либо с помощью USB считывателя KR20 и программного обеспечения ZK BioAccess, либо ZK BioSecurity, или же с помощью самого считывателя, который подключен к контроллеру, ну и с программного обеспечения. Итак, мы добавили нашему пользователю карту доступа и пароль. Пробуем пройти проверку. Дверь открылась. Пробуем выйти по кнопке выхода. Дверь открылась. Дальше у нас вторая дверь. Ну и также пробуем пройти проверку по паролю. Все работает. Так, начнем настройку нашей системы контроля доступа. Первое, что вам необходимо сделать, это добавить C2-260 в программное обеспечение. Ссылку на ZK BioAccess вы найдете в описании видеоролика. По умолчанию логин-пароль для входа в программу админ. Далее софт потребует сменить пароль на более сложный. Я уже это сделал, поэтому введу свой супернадежный пароль.
Затем нам нужно перейти во вкладку «Доступ», пункт «Устройства». После этого запустить автопоиск. Сейчас программа сканирует нашу интернет-сеть на наличие устройств ZKTK, которые поддерживают работу ZK BioAccess. Есть, нашли наш контроллер. По умолчанию C2 260 имеет IP-адрес 192.168.1.201. Этот IP-адрес имеют все контроллеры с завода ZKTK. Далее мы можем с помощью программного обеспечения изменить IP-адрес на другой, или же мы можем перейти в веб-интерфейс контроллера, где логин и пароль по умолчанию админ, и непосредственно с веб-интерфейса изменить сетевые настройки контроллера. Но я думаю, что с программного обеспечения более удобно это сделать, поэтому поменяю IP через ZK BioAccess. Нажимаю ОК. Теперь нам нужно подождать 20 секунд, пока контроллер перезагрузится после смены IP-адреса. Есть, наш контроллер загрузился. C2 260 имеет прошивку Push, поэтому для добавления контроллера нам необходимо обязательно указать адрес сервера или же обычного локального компьютера, где установлено программное обеспечение ZK BioAccess. Для того, чтобы посмотреть IP-адрес компьютера, вам нужно зайти в пункт «Параметры сети и интернет», далее «Центр управления сетями и общим доступом» и просмотреть информацию об IP-адресе. Мой IP-адрес 192.168.1.200. Задаем этот IP-адрес в пункт «Адрес сервера» и указываем порт. По умолчанию он 8088. Если вы не меняли его при установке, то он остается таким же. Нажимаем ОК. Есть. И ждем. Сейчас контроллер добавится в программное обеспечение. Есть. В пункте устройства появился наш C2. Далее нам необходимо перейти в настройки считывателей. Если к C2 260 подключены vegan считыватели через переходник WR485, то вам обязательно необходимо указать в настройках считывателей тип подключения шифрованный. Это применится ко всем считывателям. Теперь vegan считыватель может работать через WR485 C2 260. Если у вас подключаются обычные считыватели ZKTK, которые по умолчанию уже имеют выходной интерфейс RS485, то вам нет необходимости указывать вот этот пункт настроек как шифрование. Эти считыватели будут уже по умолчанию работать с контроллером. Важное замечание: вы не можете одновременно использовать vegan считыватели через переходник WR485 и обычные считыватели с выходным интерфейсом подключения RS485. То есть на выбор: либо используем vegan считыватели через переходник WR485, либо считыватели уже с готовым интерфейсом RS485. Следующий очень важный пункт настроек называется уровни доступа. Уровни доступа — это комбинация из трех составляющих: дверь, временная зона и пользователь. То есть в какой временной зоне какому пользователю разрешен доступ к определенной двери. По умолчанию программа создает нам уровень мастер, который имеет временную зону доступа 24/7. То есть пользователь может иметь круглосуточный доступ. Ну, не будем менять, добавим наш контроллер в этот уровень доступа.
Вы также можете создать новую временную зону, например, назовем ее пятидневка, для того, чтобы ограничить доступ сотрудникам в нерабочее время. Предположим, что они работают с 9 до 6, ну пусть им будет разрешен доступ с 7 до 8. Копируем это на 5 дней недели и нажимаем ОК. Далее мы создаем новый уровень доступа. Назовем его тоже пятидневка. Выберем временную зону пятидневка тоже. И добавим в этот уровень одну из наших дверей. Пусть это будет вторая дверь. Итак, пользователи, которым присвоен уровень доступа пятидневка, могут иметь доступ ко второй двери в течение 5 дней в неделю с 7 до 8 вечера. Готово. Далее мы перейдем к добавлению наших сотрудников. Для этого переходим в пункт «Персонал», «Сотрудник» и нажимаем «Создать». В этом пункте нам нужно обязательно указать идентификационный номер сотрудника. Это уникальный номер, который не должен повторяться в программном обеспечении. Ну, в принципе, вам программа и не даст повторить этот номер. Будет выдавать ошибку. Вводим первый, потом фамилию, имя. Дальше, для того, чтобы зарегистрировать номер карты, мы можем использовать наш считыватель KR20E. Для этого нам необходимо просто навести курсором на поле номер карты и поднести карту к считывателю. Считыватель эмулируется как клавиатура и сразу же ведет здесь номер карты. Или же мы можем использовать ведомый считыватель контроллера. Мы можем выбрать какой-то из 4 или же выбрать все одновременно и поднести к нему карту доступа. Есть, появилась наша карта. Также здесь мы можем создать пароль. Пароль должен быть не длиннее 6 знаков и содержать только цифры. Ну, пусть будет 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее, по умолчанию пользователь добавляется в уровень мастер, но вы также можете его добавить новый уровень пятидневка и здесь выбрать галочками, к какому уровню он может принадлежать. Готово. Мы присвоили уровень доступа, добавили карту, пароль, жмем ОК. И пробуем пройти проверку. Для этого запускаем мониторинг в реальном времени и подносим карту. Есть. Теперь мы имеем доступ в помещение. Далее пробуем пройти проверку по паролю. Но мы не сможем это сделать, пока не укажем в настройках двери. В настройках двери не укажем, что доступ разрешен не только по карте, но и по паролю. Нажимаем ОК. Переходим в мониторинг в реальном времени и вводим наш пароль. Есть успешная проверка по паролю. Подносим карту и с помощью карты тоже можем пройти проверку. Далее перейдем в настройки учета рабочего времени. Настройка контроля доступа на этом закончена. Переходим в пункт посещаемость. После этого в пункт точки учета и добавляем наши двери как точки учета рабочего времени. Выбираем модуль доступ, выбираем нашу дверь, дверь 1. И добавляем нашу следующую дверь, дверь 2. Готово. Теперь все события с наших дверей будут попадать в модуль учета рабочего времени и будет подсчитываться отработанное время сотрудников. Далее переходим в основную информацию, основное правило.
Здесь нам нужно указать минимальное и максимальное количество отработанного времени. Ну, выставим 10 минут и 1440. Нажмем ОК, сохранить. Далее нам нужно перейти в настройки расписания. Нажимаем «Создать». Ну, присваиваем название, пусть это будет стандартное расписание. Далее, необходимое время прихода и необходимое время ухода. Ну, пусть это будет с 9 до 6. Следующее, у нас есть настройки учета записей для учета рабочего времени. То есть, если здесь установить 60 и 60, то события с 8 до 10 часов утра будут учитываться на приход, и события с 5 до 7 вечера будут учитываться на уход. Ну, увеличим эти периоды до 200 минут. Программное обеспечение языка BioAccess может подсчитывать отработанное время по принципу первой и последней записи. То есть самая первая отметка учитывается как приход, самая последняя отметка учитывается как уход. Промежуточные записи в течение дня не учитываются. Это такой упрощенный учет рабочего времени. Далее нам необходимо создать смену. Мы можем создать несколько расписаний и присвоить их на каждый день. Создаем нашу стандартную смену. Далее нам необходимо выбрать цикл этой смены. День, неделя, либо месяц. Ну, так как у нас стандартная пятидневка, то мы выберем неделю. Размер цикла 1. Обязательно нужно указать номер. И после этого можем присваивать наше расписание на дни недели. Ну, оно у нас будет одинаковое на все 5 дней. Нажимаем ОК. Готово. После этого нам необходимо присвоить это расписание либо сотруднику, либо сразу же отделу. Ну, для того, чтобы упростить, присвоим сразу же отделу. Имя отдела у нас по умолчанию. Дальше выбираем период начала действия смены и период окончания действия смены. Ну, пусть будет целых 6 лет. Ну и, собственно, саму смену выбираем галочкой. Все, готово. Теперь мы можем просмотреть расписание нашего отдела. Вот такой визуализация. Далее, когда мы захотим построить отчет, нам нужно перейти в пункт «Генератор», выбрать «Расчет вручную». Далее выбрать наш отдел либо сотрудника и нажать «Расчет учета регистрации». Здесь мы можем выбрать периоды, по какое число рассчитывать. Ну, оставим все по умолчанию. Готово. После этого вам будут доступны отчеты, где вы сможете экспортировать их в формат Excel, PDF, CSV и так далее. Мы также можем настроить автоматическую отправку отчета о записях либо о посещаемости за день на почту. Для этого нам нужно перейти в основную информацию, автоматический отчет, нажать «Создать». Выбираем тип отчета, события либо посещаемость за день, имя файла, пусть будет учет, периодичность отправки каждый день либо каждый месяц. Выбираем, в какие периоды времени отправлять, пусть это будет 14-20. Далее по сотруднику либо по отделу, пусть будет по сотруднику, и указываем электронные почтовые ящики, куда отправлять наш отчет. Так, но перед тем, как это сделать, нам необходимо настроить почтовый ящик в программе. Пока что укажем почту, куда отправлять отчет. Нажимаем ОК. Готово. Затем переходим в настройки системы. И управление email. Дальше нажимаем «Настроить параметры электронной почты». Здесь нам нужно, я использую почтовый ящик от Gmail. Нам необходимо ввести SMTP сервер, указать порт
Обязательно указать тип соединения, дальше указать адрес электронной почты, с которого будут исходящие письма, указать пароль к этому почтовому ящику, имя отправителя и сделать тест соединения. Если все параметры указаны правильно, то нам будут писать, что соединение успешно. Проверим наш почтовый ящик. Нам пришло тестовое письмо. Обязательно для того, чтобы работали исходящие письма с вашего почтового ящика, вам нужно перейти в настройки Google аккаунта, далее перейти в пункт «Безопасность» и указать, что доступ ненадежных приложений разрешен. Для этого нам нужно активировать эту галочку, и вы сможете получать исходящие сообщения с этого почтового ящика. Важно также настроить резервное копирование. Переходите в расписание управления базой данных, в расписание резервного копирования и выбираете период, с какой периодичностью делать бэкап. Нажимаем ОК. Теперь программа автоматически будет резервировать базу данных. На этом базовая настройка программного обеспечения закончена. Спасибо за внимание. Это был пример настройки системы контроля доступа. Если вы хотите также производить подсчет отработанного времени сотрудников, то вам стоит использовать вместо кнопок выхода такие же считыватели бесконтактных карт. Спасибо за внимание. Надеюсь, что этот видеоролик был полезен для вас. Пишите ваши вопросы в комментариях или же обращайтесь к нам по номеру телефона.